Здравствуйте, Овны! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на месяц февраль. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в феврале месяце, какие у вас основные карты сегодня выпадут и что интересного у вас произойдет. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не индивидуальный, не персональный, но надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Пишите ваши комментарии, оставляйте отзывы, также подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Я буду очень рада любой обратной связи с вашей стороны, поэтому пишите. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает представителей знака Овен в месяце феврале. Первая карта у вас карта восьмерка мечей, карта каких-то переживаний, волнений, тревог, возможно, которые будут для вас почему-то актуальны. Возможно, здесь надуманные страхи или тревоги, поэтому все не обязательно настолько страшно, да? Возможно, вы себе придумываете какие-то препятствия или думаете, что что-то может не получиться, но это не означает, что это именно так и будет. Давайте посмотрим дополнительную карту рядом. Карта четверка пентаклей. Можете переживать по поводу каких-то денег, финансов, боязни потерять деньги, боязни здесь потратить лишнюю копейку. Возможно, вы боитесь потерять, кто-то боится потерять работу или кто-то боится потерять что-то ценное для вас, что-то очень важное. И по этой карте, по четверке пентаклей, вы стараетесь найти максимально комфортный для вас выход из вот этой некомфортной ситуации. Стараетесь найти правильное решение, чтобы сохранить то, что для вас важно, что для вас ценно. Для кого-то это отношения, которые хочется сохранить, для кого-то это деньги, да, работа, для кого-то какая-то должность, которая для вас важна. Поэтому четверка пентаклей. Давайте посмотрим следующую карту. Карта королева пентаклей, то есть для вас действительно важное значение может иметь какая-то финансовая составляющая, деньги. Действительно, вы можете очень много работать для того, чтобы зарабатывать деньги, можете здесь быть очень трудолюбивыми и в целом, прикладывая много усилий, действительно получать хорошие доходы и бояться, что здесь что-то может нарушить эту идиллию финансовую, да, что что-то может пойти не так, и вы становитесь более прижимистыми, может быть, более скупыми, то есть не хотите тратить какие-то деньги или не хотите вкладываться во что-то, знаете, то есть вот как будто боязнь вложить во что-то деньги, вы считаете, что это может быть ошибочным решением, и вы стараетесь их придержать при себе до поры до времени. Может быть, как боязнь покупать что-то здесь, да, как-то вкладывать деньги в какую-то покупку, то есть нежелание это делать, страх это делать. Давайте посмотрим следующую карту. Карта ближайшего, скажем, прошлого, это конец января для вас, карта короля жезлов, карта огненной стихии вашей. Да, здесь очень много огненного знака зодиака, с которым, возможно, вы общаетесь. Это львы, овны или стрельцы, да, собственно, но это ваша стихия. Также есть земные девы, тельцы или козероги. Овны, король жезлов в ближайшем прошлом показывает, что вы были достаточно амбициозны, успешны и как-то очень решительны касаемо своей работы, своих дел. То есть вы были очень настроены оптимистично, вы очень активные, очень целеустремленные были. И такие качества вы здесь проявляли. Скорее всего, если это касалось бизнеса, работы, каких-то ваших дел повседневных, связанных с карьерой, то вы здесь имели действительно неплохой какой-то результат, да, то есть достаточно успешны были по королю жезлов. Давайте посмотрим следующую карту. Карта девятка кубков. То есть опять-таки вы настроены на то, чтобы сохранять достаток и благополучие. Девятка кубков, чтобы сохранять ситуацию успешную для себя. Да? Вы боитесь этот успех потерять, вы крепко за него держитесь. Может быть, за какой-то статус, должность, за какое-то признание окружающими вас. То есть вам хочется этого успеха. Вам не хочется как-то уступать в этой ситуации другим людям, которые заставляют вас тоже соответствовать этому уровню. Возможно, поэтому девятка кубков. Давайте посмотрим. Девятка кубков. Ближайшее будущее для вас, то есть середина где-то месяца, это принцесса пентаклей, земная стихия. Ну, по сути, тоже опять земная стихия, деньги, монеты по принцессе пентаклей. Это, да, может быть общение с земным знаком, для кого-то важно общение с девами, тельцами или козерогами, но также принцесса пентаклей — это шанс, возможность, выгодное предложение, которое вам поступает в середине месяца. И, возможно, вам нужна будет решительность и смелость
смелость, чтобы это предложение принять. Возможно, здесь будут какие-то подарки или какие-то бонусы, какие-то деньги, которые вы получаете в конце концов, и поэтому здесь выпадает эта принцесса Пентаклей. Но также и вы будете достаточно трудолюбивы и достаточно как будто бы усердны в том, чтобы выполнять какую-то работу, учиться, развивать себя, там, свой бизнес, свой способ заработка, да. Поэтому принцесса Пентакли, она в любом случае очень хороша. Давайте следующую карту. Карта пятерка жезлов. Необходимо здесь преодолевать определенные препятствия, определенные трудности, может быть, какую-то конкуренцию в работе с окружающими, с коллегами вашими, когда вы по пятерке жезлов добиваетесь поставленных целей, преодолевая всевозможные здесь препятствия, да, то есть решая сложные задачи, решая сложные какие-то вопросы для вас, то есть вы не опускаете руки однозначно, так и в вашем окружении. Давайте посмотрим, что происходит вокруг вас. Карта принцесса жезлов, опять огненная стихия, то есть много огненных, много земных знаков, возможно, с которыми вы общаетесь. И по принцессе жезлов тоже много энтузиазма, много здесь деятельности такой по принцессе жезлов, очень много здесь какой-то смелости, которую проявляют люди вокруг вас. Возможно, готовы рисковать в каких-то вопросах, готовы здесь показывать себя в действии, да? Принцесса жезлов. Тоже могут быть какие-то новости, которые к вам здесь приходят. Скорее всего, хорошие, которые будут хорошим потенциалом таким развития по принцессе Пентаклей. И давайте все-таки тогда посмотрим еще на ваши страхи, на ваши переживания, возможно, или желания. Карта правосудия. Ваше желание добиться справедливости в каком-то вопросе. Может быть, ваше переживание как-то или желание связано с человеком знака весы, конечно, потому что это карта весов. Но в целом это желание решить какой-то вопрос юридический, связанный с бумагами, с документами, с подписанием каких-то контрактов. Может быть, вы боитесь, что вы не успеете какие-то документы оформить, подписать что-то, или что-то будет решено не в вашу пользу, то есть не совсем так, как вам хочется, несправедливо, как вам кажется. Возможно, вы переживаете, что такое может произойти по этой карте умеренность, но вам хочется баланса в жизни, вам хочется здесь какого-то баланса и равновесия. Возможно, вы хотите и, может быть, боитесь, что вы не сможете какого-то компромисса найти с окружающими, да, вам хочется этого уравновешивания ситуации, какого-то компромисса с другими людьми, которые вы пытаетесь найти. Возможно, вы здесь по карте правосудия хотите быть честны с окружающими или хотите решить какой-то вопрос спорный для вас вопрос, который вас беспокоит и который вызывает много вот этих конфликтов на работе, допустим, да, с коллегами. Так, давайте посмотрим финал месяца для вас, Овны. Карта королева жезлов. Ну, то есть опять карта персоны, карта двора, карта королева жезлов, ваша стихия огненная. Да, то есть вы, опять-таки, вы проявляете свои амбиции, вы здесь проявляете себя как человек, который любит роскошь, который знает, для чего он работает, зачем он добивается этих результатов финансовых. Да, возможно, человек, который любит благополучие и чувствует себя в состоянии такого благополучия, но при этом вы очень требовательны к окружающим и требовательны к себе. Поэтому королева жезлов, она такая очень целеустремленная, мудрая, которая здесь в золотой одежде такой сидит, потому что она заслужила это золото, это богатство. То есть это человек, который, собственно, заслужил то, что он имеет своим трудом, своей работой, своим трудолюбием, своей верностью какому-то делу, которым вы занимаетесь здесь, которое приносит, допустим, вам определенный доход здесь. И да, вы преодолеваете определенные препятствия для того, чтобы получать то, что вы здесь имеете. То есть вам это не просто на голову так падает, и не просто так вы можете себя здесь этим достатком побаловать, да, соответственно. То есть здесь карты хорошие для работы, для каких-то решений задач финансовых, которые возникают у вас на работе. И, скорее всего, вопросы, касающиеся ваших документов, подписания каких-то документов, даже если вы переживаете, что что-то не успеете, не получится сделать вовремя, то, скорее всего, зря переживаете. Скорее всего, все получится, все вы как раз успеете. И все вопросы будут таким вот образом честно, как-то справедливо урегулированы. Ваши страхи, они больше здесь накрученные, надуманные. Итак, дорогие Овны, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя.
До скорого!